За свою жизнь человек сталкивается с ними хотя бы один раз. Это могут быть банальные блохи у домашних животных или же более неприятные гости у самого хозяина. Но не дай бог кому бы то ни было встретиться с одним из представителей, попавших в наш сегодняшний список. Эти жуткие и вредоносные существа способны подорвать здоровье и даже сломать жизнь тому, кто по неосторожности или из-за рокового стечения обстоятельств встретит их на своем пути. Итак, мы начинаем. Африканский глазной червь лоа-лоа. Африканский глазной червь лоа-лоа является возбудителем страшной болезни – лоаоза. Кожные высыпания, зуд, повышение температуры – только лишь первые симптомы прогрессирующего заболевания. Причиной этого служат черви, которые перемещаются под кожей век и в крови больного. Но течение болезни может оставаться бессимптомным до тех пор, пока гельминт не начинает пересекать переносицу или проникать под конъюнктиву, причиняя тем самым страшную боль. Из личинок, проникших в место укуса особым видом мухи-переносчика, медленно развиваются взрослые особи червей длиной от 2 до 7 см. Наблюдаются плотные болезненные отеки на разных частях тела, а при повреждении глаз – отеки век. Также явно выражены образование абсцессов вокруг погибших взрослых гельминтов. Чревато все это тем, что при передвижении паразитов раздражаются нервные окончания, а продукты метаболизма паразита отравляют организм человека и вызывают аллергию. Профилактика заражения может быть только одна – защита от укусов слепней, который является переносчиком заболевания. Гвинейский червь или ришта. Ришта или гвинейский червь – это паразитический круглый червь, вызывающий одноименное заболевание у человека – ришту, или по-другому – дракункулез. Дракункулез – это калечащее паразитарное заболевание, находящееся на грани ликвидации. Люди заражаются при употреблении воды, содержащей зараженных микроракообразных. Личинки выходят из них, проникают через стенку кишечника человека и развиваются в брюшной полости, превращаясь во взрослых червей приблизительно за 1 год. Спустя примерно год после заражения образуется мучительно болезненный волдырь, который в 90% случаев локализуется на голени, и 1 или более червей высвобождаются наружу, вызывая ощущение жжения. Для облегчения обжигающей боли пациенты часто погружают пораженную паразитом часть тела в воду. При этом червь выпускает в воду десятки личинок. Для профилактики и лечения этой болезни не существует вакцин или лекарств. Профилактика, тем не менее, возможна, и именно благодаря ей болезнь находится на грани ликвидации. Черви-филярии. Лимфатический филариоз, причиной которого является инфицирование паразитами, относящимся к круглым червям семейства Филариоидеа, приводит к нарушениям в работе лимфатической системы и может вызвать аномальную гипертрофию некоторых частей тела, причиняя боль и приводя к тяжелой инвалидности и социальной стигматизации. Взрослые черви живут в лимфатических сосудах и нарушают нормальное функционирование лимфатической системы. Продолжительность их жизни составляет примерно 6-8 лет, и в течение этого времени они производят миллионы микрофилярий, которые циркулируют в крови. Инфицирование происходит в результате передачи паразитов человеку при укусе комара. Лимфатический филариоз можно элиминировать путем прекращения распространения инфекции с помощью проводимых ежегодно курсов профилактической химиотерапии. Гриб кардицепс однобокий. Но не только люди страдают от паразитов на нашей планете. Многие паразиты искусно манипулируют поведением хозяина, чтобы повысить свои шансы на выживание и продолжение рода. Например, некоторые виды грибов-кардицепсов заставляют зараженных муравьев покидать колонию, взбираться на растение и повисать на нем, удерживаясь челюстями. После смерти насекомого из него прорастает плодовое тело гриба. По сути, кардицепс превращает хозяина в транспортное средство для перемещения в место, идеальное с точки зрения созревания и распространения спор. Ученые продемонстрировали, что гриб наносит удар сразу по нескольким важным функциям нервной системы хозяина. Например, он сбивает муравьиный режим дня, нарушая работу связанных с циркадными ритмами генов. Еще более разрушительно паразит воздействует на обоняние жертвы, основной канал ее общения с сородичами.
В результате зараженная особь теряет связь с колонией, далеко уходит от нее и не возвращается вовремя. Дополнительный эффект оказывает вмешательство кардицепса в передачу нейромедиаторов. В результате бедняга-муравей погибает, а гриб продолжает свой род. Лосиный клещ. Зимний или лосиный клещ – это клещ, который в основном нападает на лосей. Он отличается от других клещей своим внушительным размером до 15 мм, который достигает своего пика к концу зимы. В годы, когда заражение является значительным, тысячи клещей могут атаковать одного лося, вызывая проблемы для сильно пораженных животных. Животное начинает чрезмерно ухаживать за собой, чтобы попытаться остановить сильный зуд. Некоторые перестают бояться людей и могут казаться потерянными или сбитыми с толку. Они также могут перестать есть и начать выходить за пределы своей естественной среды обитания. Похудание, плохое физическое состояние, выпадение волос и появление ран, а также потеря крови в сочетании с суровыми погодными условиями может повлиять на здоровье лосей, делая их более уязвимыми для хищников, браконьерства и дорожно-транспортных происшествий. В некоторых случаях сильно пораженные животные могут погибнуть, особенно уязвимы молодые лоси. Зимний клещ может нападать на другие виды копытных, но больше всего страдает именно лось. Для человека этот клещ не опасен. Самое большое количество зимних клещей, которое когда-либо обнаруживалось на лосях, составляло около 100 тысяч. Но этот лосенок был уже мертв. Скорее всего, он стал жертвой анемии, которая развивается, когда такое количество клещей истощает лосиную кровь. Лейкохлоридий парадоксальный. А это лейкохлоридий, еще один представитель плоских червей. Окончательные хозяева этого паразита – птицы. Яйца с пометом птиц попадают во внешнюю среду, где их съедает улитка. В ее пищеварительном тракте паразит развивается до стадии спороцисты, которая представляет собой продолговатый мешок, наполненный циркариями. Такая спороциста мигрирует в щупальца улитки, внешне превращая их в подобие гусениц, чтобы привлечь птиц яркой окраской и пульсацией. Лейкохлоридий заставляет улитку перемещаться в более освещенные места и становиться заметнее. В итоге птица съедает улитку, а паразит попадает в окончательного хозяина. После того, как птичка отведает часть улитки, паразит снова оказывается дома, в теле своего основного хозяина, а оторванные щупальца улитки отрастают. Но свято место пусто не бывает. Через некоторое время туда проникают новые выросты – спороцисты. Вот так бедная улитка вынуждена будет мучиться до конца своей жизни. Осы-паразиты Glyptopanthelus. Некоторые виды паразитических ос вида Glyptopanthelus, которых еще называют наездники, откладывают свои яйца в тела других насекомых, например, в гусениц. Оса-паразит за один раз вводит в хозяина около 80 яиц вместе с поли-ДНК-вирусом и небольшим количеством яда, который парализует гусеницу, пока оса не сделает кладку. Вирус помогает им подавить иммунную систему хозяина, чтобы тот полностью подстроился под функцию выращивания личинок и не превратился в куколку. Вылупившиеся личинки растут и развиваются внутри несчастной жертвы, питаясь ее лимфой, при этом не травмируя внутренние органы, после чего покидают тело гусеницы, прикрепляются рядом к листу и окукливаются. Но 2-3 личинки остаются внутри, чтобы управлять гусеницей. Под таким контролем она вместо того, чтобы продолжать свое развитие, остается на месте и самоотверженно защищает чужих личинок от других насекомых. Когда молодые наездники появляются на свет, она погибает. Рак-языкоед Симатоа экзигуа. Перед вами уникальный паразит, который не только ест части тела своего хозяина, но и полностью заменяет собой съеденное. Мокрица языкоеда проникает через жабры и устраивается в теле рыбы, пятнистого розового луциана. Она поедает язык своей жертвы, а затем начинает питаться слизью и, впрочем, исправно работать вместо языка. Особи женского пола достигают в длину до 3 см, мужские – до 1,5 см. Размножаются мокрицы прямо во рту рыбы. Периодически через жабры в рот рыбы заплывает половозрелый самец и спаривается с живущей там самкой. Удивительно еще то, что пока языковая мокрица растет, она является мужской особью. Проникнув в ротовую полость люциана, она перевоплощается в самку.
Иногда языковая мокрица может селиться во рту крупных рыб парами. Жертва использует их как свой язык, не догадавшись о замене. Обычная ванделия – рыбка-вампир. И родители, и представители власти всегда напоминают о том, что писать в реке или озере, бассейне нельзя. Вот теперь точно никто не будет делать этого, прочитав про обычную ванделию. Это очень маленькая рыбка, живущая в Амазонке, которая проникает в мочевой пузырь во время мочеиспускания. В организме она питается кровью и плотью, вызывая сильнейшие боли. Индейцы считают эту рыбу опаснее пираньи. При купании в реках рыбка может легко проникнуть в мочеполовые органы человека, что приводит к ужасным болям и в конечном итоге к смерти. Рыба-вампир – единственная позвоночная, которая ведет паразитический образ жизни на человеке. Овод-паразит. Овод способен отложить в теле человека яйца. Если овод выбрал кого-то в качестве жертвы, то она будет вынашивать тысячи личинок, которые вылупятся из яиц. Личинка для того, чтобы расти, будет есть все, что найдет вокруг, то есть плоть. В результате на теле образуется дыра, а человек будет ощущать, как личинка двигается под кожей. Чтобы извлечь паразита или яйца, понадобится помощь хирурга. Паразитируя в теле крупного рогатого скота, подкожный овод становится причиной развития весьма опасного заболевания – гиподерматоза. Личинки подкожного овода успевают довольно сильно травмировать органы и ткани, а также кожные покровы животного. В период образования бугорков заметно снижается продуктивность животных, снижается прирост массы молодняка и качество мяса. Личинки овода выделяют особое токсичное вещество – гиподермотоксин. Вместе с мясом и молоком зараженного животного оно может попадать в организм человека, оказывая негативное влияние на здоровье. Вывод. Вероятно, что люди и паразиты сосуществуют вместе от начала жизни на Земле. Каждый из нас борется за свое выживание по-своему. Паразиты выбрали путь симбиоза и существуют исключительно благодаря своему носителю, будь то человек или животное, или даже насекомое. Глядя на упомянутых сегодня паразитов, нам остается лишь надеяться, что за свою жизнь мы не станем ни с кем из них делить наше тело. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!